Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Герой сегодняшнего видеоролика – это Anthurium baby purpur. Хозяйка этого растения обратилась к нам с просьбой помочь восстановить прежний вид этого антуриума. Изначально это был пышный большой кустик. Посажен он был в горшок объемом 4 литра. И на данный момент от этого пышного кустика остался вот один пенечек. Просто получилось так, что хозяйка вынуждена была отлучиться из дома и ухаживать за растениями поручила человеку, который не очень разбирается в уходе за антуриумами. Поэтому грунт сначала пересушивался, потом переувлажнялся, о влажности воздуха и о подкормках вообще говорить, наверное, не стоит. В результате то пышное растение начало терять листья, то есть листья начали желтеть, потом мы их обрезали до тех пор, пока не обрезали полностью все растение и не остался вот этот пенек. Сейчас хозяйка уже вернулась домой, начала ухаживать, так сказать, хорошо за растениями. Все восстановились, все пришли в прежнюю форму, но вот именно это растение почему-то никак не может восстановиться. Что происходит? Она говорит, я не знаю, помогите, пожалуйста. Давайте будем разбираться. Со слов хозяйки, изначально большое пышное растение было посажено в грунт второго состава. При посадке был добавлен препарат, недорогой, купленный в соседнем садовом магазине под названием микориза. Что я хочу сказать? Те листья, которые были самые поврежденные, самые плохие, у нас, конечно, обрезаны. Здесь уже ничего сказать нельзя. Давайте обратим внимание на вот эти оставшиеся листики. Вредителей, какого-либо заболевания, признаков на листьях не наблюдается. Сухой кончик листа. Здесь листик у нас тоже обрезан. Маленький молодой листочек. Он недоразвитый, деформированный. Все это говорит о неправильных условиях содержания. То есть, опять же, пересушки грунта, усиленном поливе. Листику очень было тяжело, понимаете, выйти из пазухи листа тогда, когда грунт пересушен, а он и сейчас у нас пересушен. Хотя растение попало к нам утром. Посмотрите, возможно, сама и хозяйка допускает также ошибки. То есть листья вот с таким грунтом, плюс еще недостаток влажности воздуха, листочку молодому очень тяжело выйти из пазухи. Поэтому при выходе он повреждается. Получается вот такая деформация листа. То есть это не вредители, не болезни какие-либо. Это недостаток влаги. Это может быть как и влажности воздуха, так и влажности грунта. Но опять же, тот препарат, который хозяйка добавила при посадке. Что это за препарат? Мы не знаем, и хозяйка уже сама не помнит его название. Хочу сказать, возможно, этот препарат еще сыграл свою роль. Поэтому прежде чем что-либо вносить в грунт или чем-либо обрабатывать растения, вы сначала ознакомьтесь с инструкцией, внимательно изучите этот препарат. Инструкции, допустим, одной может быть и недостаточно. Зайдите в интернет, наберите, прочитайте, ознакомьтесь, как работает препарат, что входит в его состав. И вообще, нужен ли он антуриум или нет, поможет он или наоборот навредит. Поэтому сначала все изучите, а потом уже применяйте те или иные препараты. Давайте сейчас, наверное, извлечем растение из горшочка, посмотрим, что у нас там с корневой системой, потому что я боюсь, что там возникли какие-то проблемы. Изначально есть предположение, что корни начали подгнивать у основного растения, то есть пенька. И затем эта гниль могла перейти на маленькую ветку, то есть она может ей навредить. Поэтому я изначально вам предлагаю отделить ветку от основного кустика, а уже с пеньком разбираться. Ну что, грунт, да, грунт второго состава. Здесь даже
что и корни, в принципе, не такие уж и плохие. Ну, давайте будем убирать вот этот грунт и смотреть. Кстати, подгнивание корней идет. Вот обратите внимание на самих корешках вот такие темные пятна. Это я вот один вам нашла. Здесь еще есть. И, скорее всего, сейчас мы освободим его от грунта, и будут еще такие же корешочки. Вот здесь у нас корень гниет. Видите? Тоже здесь опять же вот идут молодые вроде как корешочки, такие хорошенькие, но уже начинает гнить. Вот. Давайте сейчас мы, наверное, отделим детку. Это будет сделать удобно нам. А с пенечком мы уже посмотрим, что. Вот. Сейчас. Корешочки у детки тоже, кстати, неплохие такие. Богатенькие. Успел малышок нарастить корневую. Грунт я убрала с корней. Надо отдать должное второму составу. Да вы сами видели, что он быстренько так очистился с корней. В принципе, не разложился. Как видите, все на месте, все хорошо. Причина, почему растение пришло в такое состояние, стало понятно. Дело в том, что грунт сначала пересушивался, соответственно, корни страдали от недостатка влаги, они сохли. Те корни, которые уже начинают сохнуть, они уже восстановлению не подлежат. Затем грунт переувлажнялся. Но здесь уже как-то вот они мягонькие такие, напитались влагой. И, видимо, пошло в некоторых местах подгнивание. Ну, что хочется отметить. Вот детка, она, в принципе, очень даже перспективная. Поэтому мы ее посадим в отдельный горшочек. Я предлагаю убрать нижнюю часть корневой системы. Здесь у нас, сами видите, пересушенные корни. Предлагаю оставить вот этот молодой корешочек. Сейчас я уберу, чтобы вам лучше было видно. Чешуйки эти сухие. И оставить вот этот корень. Он тоже довольно-таки хорошо выглядит. Молодой, симпатичный и без признаков загнивания. А низ весь срезать. Сейчас я обрежу и покажу вам, что у меня останется. Так. Вот. Это все лишнее. Вот что остался. Остался вот этот корешок. Хорошенький, здоровенький. И остался воздушный корень. Сейчас можно будет аккуратненько убрать чешуйки сухие и смело сажать его в грунт. Давайте обратимся к пеньку сейчас. Пенек. То же самое, вот видите, корни засохли. Опять засохли у нас здесь. Здесь у нас пошло подгнивание внизу, видимо. Все-таки влага оставалась. Возможно, и вода лишняя не сливалась с поддона. Поэтому нижняя часть корневой системы была в воде. Я считаю, что пенек тоже, в принципе, перспективный. И его можно посадить в отдельный стаканчик. Так, что мы здесь удаляем, а что оставляем? Оставляем вот верхние корешки, то есть вот эти, так, 2. Вот третий я бы оставила. И вот здесь еще у нас неплохой молоденький корень. Давайте я сейчас срежу, и уже тогда будет лучше видно и понятно, что мы оставили. Так, готово. Убираем лишнее. Вот что у нас остается. Здесь у нас тоже подгнивает. Я бы тоже низ подобрезала. И здесь немножко укоротила и убрала сухие чешуйки. Сейчас я все это сделаю, и мы вместе с вами приступим к посадке.
хочу вам показать еще раз пенечек. При внимательном рассмотрении мы обнаружили, что на тех корнях, которые мы оставили изначально, были вот такие вот места потемнения. Это места гниения. И те корни нам пришлось удалить. Этот корень мы сейчас удалим с вами также. Почему это происходит? В момент пересушки, переувлажнения грунта корни подсыхают, потом начинают подгнивать. И все это заболевание передается от старых больных корням к молодым здоровым. То есть, если бы мы сейчас не извлекли растение из горшка и не пересадили бы его, и при этом не удалили бы все вот такие корни, то это растение бы страдало, скажем так, до бесконечности. То есть гниение переходило бы с больных корней на здоровых, так далее, далее. На листьях бы появлялись желтые пятна. И, в принципе, растение бы потом пришло совсем ужасное состояние. То есть вот этот корешочек мы удаляем. Удалили. Опять же, вот здесь, посмотрите, видите? Кончик у него подсыхает. Здесь тоже надо удалить этот участок. То есть обрезаем, не оставляем. Верхушку у пенька. Верхушку у пенька мы также удалили. Обрезали до живой ткани и удалили сухие чешуйки. Опять же, сухие чешуйки удалять надо очень аккуратненько, потому что, вот видите, под ними идут молодые росточки. Поэтому, чтобы не повредить. Итак, сейчас мы приступим к посадке. Для посадки мы будем использовать грунт второго состава. Это 3 части кокосового субстрата крупной фракции и 1 часть верхового торфа. Вот такая смесь у нас получилась. Использовать будем двойной горшок для посадки маленького растения. Горшочек у нас, конечно, слишком большой для него, но мы посадим не в полный горшок, а в полгоршка. При посадке добавим микоризу, именно тот препарат, который используем мы для своих растений. Ну, скажем так, дадим хозяйке почувствовать разницу. Добавили. Теперь опускаем сюда растение. Так. Опа. Вот так вот. И засыпаем свободное пространство грунтом второго состава. Следите, чтобы грунт был влажный, а не мокрый. Об этом мы уже рассказывали в одном из своих видеороликах. Показывали, как отличить грунт влажный от мокрого. Ссылочка будет в описании к этому видео. Ну вот, прекрасно. Малыш у нас посажен. Теперь пенечек. Пенечек опять же посадим в наш любимый грунт. Подсыпали и добавим микоризы. Вот так. Так. Это у нас верх, это у нас низ. Не перепутать. Посадили. Вот так. Предполагаем, даже уверены, что в дальнейшем из этого пенечка получится пышный, здоровый и красивый кустик. Вот так вот, малыш. Отлично. Растения мы с вами пересадили. Листовые пластины обработаем любым биостимулятором. Мы используем HB101 с внутренней и наружной стороны. И сами черешки.
Это у нас пенечек. Мы его тоже предварительно обработали биостимулятором. Натянули обычную пищевую пленочку. Вот она. Сделали отверстия для вентиляции. Вот они у нас. И натянули, закрепили все, зафиксировали это резиночкой. Сейчас растение отправляется в тепличку, где у нас высокая влажность воздуха, высокая температура и хорошее освещение. В дальнейшем, как будут развиваться эти растения, мы все вам напишем на нашем форуме. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго.